Здравствуйте, друзья! Космический лифт испытают 11 сентября. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Николай Хижняк. Команда японских ученых из университета Сидзуоки, а также других организаций собирается провести первый эксперимент, связанный с идеей разработки космического лифта. Устройства, способного в теории соединить Землю и космическую станцию специальным кабелем, что в перспективе позволит открыть новые возможности в выводе полезных грузов на низкую околоземную орбиту, а также доставке людей. Подобный эксперимент будет проводиться в космосе впервые. Перед тем, как ученые приступят к созданию полноценного космического лифта, им придется решить множество инженерных и научных вопросов, связанных с разработкой специальных высокопрочных кабелей, с помощью которых космический лифт будет подниматься на орбиту. Эксперимент должен состояться в ближайшие дни. В его рамках ученые хотят использовать два ультракомпактных спутника CubeSat размера 10 на 10 см, которые выведут на орбиту с помощью ракеты-носителя H2B. Спутники будут объединены между собой с помощью 10-метрового стального кабеля, на котором будет установлена импровизированная болванка, выполняющая роль лифта. С помощью этого набора японцы хотят доказать реальность теории космического лифта. Суть эксперимента заключается в том, чтобы протянуть тот самый лифт по кабелю длиной в 10 метров. Провод в это время будет находиться в подвешенном состоянии. CubeSat, в свою очередь, нужны для того, чтобы удерживать кабель натянутым. Космический лифт начнет свой путь по проводу от контейнера, внутри которого ракета-носитель доставит спутники на орбиту. Следить за перемещениями космического лифта можно будет при помощи камер, установленных на спутнике. Однако специалисты отмечают, что даже в случае успеха японцы еще не приблизятся к конечной точке реализации проекта космического лифта. Запуск ракеты-носителя H2B с двумя спутниками на борту запланирован на 11 сентября. Первым идею космического лифта предложил российский ученый Константин Циолковский еще в XIX веке. Затем, примерно через сотню лет, эту тему вновь поднял в своем произведении британский писатель-фантаст Артур Кларк. В представлении современных ученых подобное устройство сможет доставлять людей и грузы на орбиту со скоростью до 200 км в час. Согласно предварительным расчетам, общая длина кабеля полноценного космического лифта будет составлять порядка 96 тысяч километров. По оценкам японских ученых, проект строительства космического лифта может обойтись казне в 10 триллионов йен, что примерно аналогично стоимости проекта поезда Маглева, с помощью которого планируется соединить Токио и Осаку. При этом, отмечают специалисты, стоимость доставки 1 килограмма веса на орбиту с помощью космического лифта оценивается в несколько десятков тысяч йен, или примерно в 1/100 стоимости доставки такого же объема с помощью космического шаттла. В теории космический лифт создать вполне реально. Благодаря такой установке в будущем космические путешествия станут доступными для гораздо большего числа желающих, прокомментировал Йоджи Исикава, один из членов команды будущего эксперимента. По мнению ученых, самой главной сложностью в реализации идеи космического лифта является разработка подходящего высокопрочного кабеля, по которому этот лифт будет передвигаться. Подобный кабель должен обладать хорошей защитой от высокоэнергетических космических лучей. По словам исследователей, отличным материалом на роль основы для подобного кабеля могут служить углеродные нанотрубки. Еще одной задачей, над которой предстоит подумать, является доставка электроэнергии с Земли на орбиту. Кроме того, придется как-то решить проблемы космического мусора,
и учесть фактор возможного столкновения с микрометеоритами. Автор Николай Хижняк. А как вы думаете, возможно ли вообще построить космический лифт? И есть ли в этом необходимость? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.